Друзья, здравствуйте! Вопросы и ответы снова с вами. Кому-то я, как всегда, погадаю на картах, ну а все остальные смогут к вопросу присоединиться, если он аналогичен, и таким образом тоже получить ответ. Так случилось, что программа у нас сегодня тематическая. В качестве бонуса я предлагаю ее представителям зодиакального созвездия, зодиакального знака Рыбы. Бонус за задержку апрельского гадания. Поэтому здесь вопросы в основном я выбрала из комментариев как раз к этому апрельскому гаданию именно для рыб. Но все равно всем будет интересно, потому что вопросы-то люди задают общие про то, что интересно и важно всем. Работа, любовь, семья, деньги. А вы можете присоединяться к этим вопросам и тоже получать свои ответы. Да, в основном вопросы от рыб, но начать как раз хочу совершенно с другого, потому что вот трансформер Али пишет: если получится, спросите, пожалуйста, смогу ли я продать удачно дом, мы сейчас погадаем, ответим, да, но здесь дата рождения зрителя есть, 11.04.74, да? 11.04. Овен, Солнце в Овне. Но в скобках зритель пишет, или зрительница, я здесь не могу понять, много в рыбах. Вот посмотрите, какой внимательный, ответственный, правильный, грамотный человек. Много в рыбах. Это принципиально, потому что оценивать свой гороскоп и тем более вообще натальную карту свою только с точки зрения положения Солнца, в каком знаке Солнце, это принципиально неверно, потому что у вас может быть Солнце в одном знаке, ну, скажем, вот в рыбах тоже, да, и это хорошо, вы смотрите гороскоп для рыб и так далее, там читаете какие-то прогнозы, смотрите гадания. Но внутри гороскоп рождения у вас может оказаться совсем другим, наполненным другими стихиями, другими знаками. И тогда получится, что вы несколько и себя, и свои гороскопы, и судьбу, да, свою в итоге рассматриваете только с одной стороны, не учитываете черты характера, какие-то другие свои, да. А вот здесь вот зритель очень правильно подходит. Солнце в Овне, но много в рыбах. Соответственно, гороскопы для рыб во многом тоже подходят. Естественно, характеристики, присущие рыбам, тоже подходят, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому смотрите глубже в натальную карту. Это не только положение Солнца, и неправильно сводить все только к положению Солнца. Бывает все намного сложнее, иногда даже полностью наоборот. Гороскоп человека внутри настолько как будто бы противодействует позиции Солнца, и тогда остается только разводить руками. Почему я, например, там рыба, на рыб вообще совсем не похожа. Если будет сегодня время и повод, я в целом хочу поговорить про знак рыб. Это очень интересно, про людей и рыб. Вот. Но если, опять же, будет повод. А первый вопрос, тут мы не... А он большой достаточно, текст, вот послушайте, интересный. Мне кажется, многие девушки, женщины, бабушки тоже задавались на протяжении жизни этим вопросом и сталкивались с этой темой. Вполне возможно, что... Ну, мы попробуем разобраться. Хотя не знаем. Итак, вопрос про стеснительных мужчин. Слышали вы когда-нибудь такое? Даже немножко режет ухо. Вот мне, честно говоря, я сегодня благополучно, у нас теплая весенняя погода, я благополучно все утро занималась садом, участком. Я там обрезала секатором вот это вот все какие-то листья сухие. И все время думала про ваши вопросы, естественно, что на них отвечать как-то, что свою позицию вызывало, знаете, из глубин подсознания и сознания. И вот про стеснительных мужчин даже как-то поняла, что мне это режет ухо, да. Вот мне бы сказали, например, ну, не теперь, конечно, ну, там в молодости, давай мы тебя познакомим, ну, кто-то бы сказал, да, познакомим тебя с очень хорошим человеком, умный, образованный, богатый, красивый, там, щедрый, ну, все плюсы. Но есть один минус. Стеснительный. Вот так бы мне сказали, да, я бы сказала: о, не надо. Нет.
Все, отбой. Потому что стеснительность как минус очень много перекрывает и исключает. Я расскажу почему, но потом. Сначала вот послушайте вопрос. Не представила карты сегодня для гадания. Это у нас Таро «Кошачий глаз». Раз уж попали мне в руки эти карты про кошек с кошками, я уж теперь их не отпущу. Вопрос про стеснительных мужчин. Ну, интересная ситуация. Есть ситуация. У меня есть коллега, 28 лет, зовут Евгений, не женатый. Дальше дата рождения. Евгений, но не суть. Ходили с ним как-то гулять, причем по моей инициативе. А это уже важно. По моей инициативе девушка пишет. Парень оказался интересный, но мне оказалось, что очень пассивный, как будто просто плывет по течению жизни. Возможно, я заблуждаюсь. Он симпатичный и очень не глуп. Мои коллеги говорят, что он даже теряется, как только меня видит, но я этого не замечаю. И после нашей единственной прогулки он меня никуда не звал. Вижу его на работе каждый день, и он просто здоровается. Спросите, пожалуйста, карты, как он ко мне относится. И еще расскажите, пожалуйста, что вы думаете о пассивных или же стеснительных мужчинах. И должна ли девушка делать первый шаг в случае, если парень из хорошей семьи, и, как вы говорили в одном из ваших видео, среда благоприятная. Но видите, здесь много поводов, да, о чем поговорить. Во-первых, что значит благоприятная среда? Вот первое, это прям вот я отдельно хочу это с вами обсудить. Что значит благоприятная среда? Что вы имеете в виду? Благоприятная среда для отношений, для начала отношений, но работа общая, один общий офис, работа совместная в одном коллективе, это как раз неблагоприятная среда. Максимально, девочки и мальчики тоже, максимально неблагоприятная среда. Есть много на эту тему даже народных типа поговорок, они все немножко не в формате канала, поэтому я здесь не привожу, но вы, наверное, понимаете, да, о чем я говорю. Поэтому на работе нет, это прям наихудший выбор, понимаете? Когда вы выбираете себе какого-то героя на работе, вот мальчика, там юношу, мужчину, вам это кажется вполне логично и объяснимо, да? Кажется, что вы идете по пути наименьшего сопротивления. Не надо искать. Не надо терять из виду, да, меньше риска потерять из виду, потому что куда он денется, если ему каждое утро к 8:30 на работу, да? Кажется, что это так логично, так просто. На самом деле это плохой путь, это путь наибольшего сопротивления, потому что на работе среда неблагоприятная, во-первых, вот как раз из-за того, что я перечислила. Человеку некуда деваться, вам приходится видеться, вы можете... У вас почти наверняка ничего не сложится, понимаете, да, что 99% романов заканчиваются на первом свидании, там еще один на 8-м. Вот. И это будет, и вам неловко будет, приходите каждый день в одном офисе, здороваться там и все. Первая причина, да, то есть это тот плюс, который вам кажется плюсом, это минус на самом деле. А вторая причина, вот те же самые коллеги, которые сейчас говорят, коллеги говорят, что он даже теряется, как только меня видит. Понимаете, зачем это коллеги говорят вам? Понимаете, да, они потирают ручки, чтобы пища. Вероятно, офис скучает у вас там, и хочется пообсуждать чужую межполовую жизнь, понимаете? И они вас, ну, скажем так, расстравливают, наускивают, возможно, друг на друга, именно для того, чтобы потом активно поссорить или хотя бы посплетничать, пообсуждать. То есть очень много у меня вопросов вот к этим людям, которые вам сейчас говорят, что, ну, что-то говорят, то есть как будто бы вам поддерживают, что вы там должны сойтись, понимаете, да? Их интерес только один – посплетничать, и чем отвратительнее история с этим мальчиком у вас случится, тем вашим коллегам будет больше пищи для разговоров. Вот, на работе вообще такого быть не должно, но сейчас тоже не об этом, конечно.
Вот, потом, следующий, парень из хорошей семьи. Вот я думаю, что здесь тоже есть очень какая-то плохую услугу, и вот этот факт оказывает вам и этому парню. Этому парню почему? Потому что он из хорошей семьи, воспитанный мальчик, он не может категорично сказать «нет». Да? Он не может даже намеком сказать «нет», потому что его воспитывали вот так, никому не отказывать, как многих из нас воспитывали. Меня, кстати, в первую очередь. Вот. Но эта его воспитанность и эта хорошая семья дает здесь, оказывает дурную услугу и вам, потому что вы тоже не можете понять, считать, что он думает и что он чувствует, потому что он же не сказал «нет», он же не отказался идти гулять с вами, да? Он же по итогу этой прогулки не сказал «ха-ха, стоп, первый и последний раз я с тобой пошел», да? Почему он это не сказал? Потому что он хорошо воспитанный, он из хорошей семьи. И таким образом вы тоже, это вам лишний повод для обольститься и там чего-то ждать и так далее. То есть я это к тому для всех, что к мальчикам из хороших семей, если они действительно хорошие, да, часто это не так, надо особенно присматриваться, с ними надо быть очень-очень внимательны, потому что вот эти так называемые хорошие семьи выращивают весьма неоткровенных и лицемерных людей, потому что в хорошей семье, чтобы хорошо жить, надо постоянно врать многим, да, и притворяться. Вот, основная тема вопроса такая все-таки, да, что пассивные или стеснительные мужчины. И вот сейчас прям всем тоже, кто этим вопросом занят, ой, кажется, это так трогательно, хочется обнять и пожалеть, да, стеснительный мужчина, женщина, девушка, неважно, стеснительный человек перед вами. Но сейчас такие азы психологические, это даже не психология, даже на уровне психофизиологии. Да? Что такое стеснительность? Стеснительность – это один из ликов гордыни. А гордыня, мы все знаем, страшный грех, жить с ней тяжело, наказывается тяжело. И человека с гордыней внутри выбирать себе в партнеры не нужно. Пусть он кочует по просторам жизни один, пока от этой гордыни не излечится. А стеснительность – это разновидность, это такая форма подачи этого блюда. Блюдо само называется гордыня. Вот из этого сделана стеснительность. Потому что стеснительный человек, тоже долгий разговор, не хочется так много времени тратить, но в двух словах скажу, почему стеснительность-гордыня. Потому что стеснительный человек, суть стеснения в том, что он не может себе позволить то, что позволяют себе другие, потому что он ставит себя выше этих других. Понимаете, да? Это гордыня есть. Лучше. Стеснительные люди, на самом деле, это такие носители корона своеобразная. Вот. А общий совет, конечно же, во-первых, он не стеснительный. Скорее всего, здесь в данном конкретном случае имеет место вот именно хорошая семья, хорошее воспитание, неспособность, невозможно сказать нет. А в целом же стеснительных мужчин не бывает для всех, хочу сказать, не бывает по-настоящему стеснительных вот именно мужчин, да и женщин. Это вообще редкость. Это то, что вы называете, это то, что стеснением вы называете, в данном случае просто налицо нежелание. Просто не хочет человек. А вы это оправдываете стеснением. На самом деле, по-настоящему стеснительных людей очень-очень мало. Мужчин стеснительных не знаю, не встречала, просто не видела. Просто не знаю, не видела никогда. Вот. Потому что, как мужчины могут быть стеснительными? Да, они все делают. Они воюют, они зарабатывают деньги, воюют в первую очередь. Стеснительные люди не воюют. Поэтому нет, не надо. Здесь два момента, две ошибки в первую очередь.
в этой ситуации ни о каком стеснении речи не идет. Вот. А второй момент, если уж действительно, ну, вдруг вам встретился такой редкий, реликтовый экземпляр, стеснительный мужчина, то да, смотри параграф 1, то есть то, что я выше сказала. Это такая занавесочка, стеснительность. Это шторочка, за которой скрываются намного более серьезные проблемы, которые обязательно скажутся в отношениях, которые не дадут вам конструктивно эту историю строить. Вот. Обязательно сопутствующие диагнозы будут. Ну, вот так. Должна ли девушка делать первый шаг вообще в принципе с любым, там, стеснительным, не стеснительным? Нет, ни в коем случае. Тоже у меня, я так много говорила на эту тему, не буду повторяться. Почему плохо? Просто бессмысленно. Речь не о женской гордости какой-то идет, это просто бессмысленно. Да, вот так вот. Ну, вот такое вот большое вступление. Тем не менее, мы зададим вопрос. Просто здесь у нас зритель без имени, без фамилии, поэтому я никак не называю. Но понятно, что это девушка. Итак, как к вам относится вот тот самый парень, которого вы считаете стеснительным? Да, и вы же еще и написали, имени я не называю специально, ну так, конфиденциальность, но вы написали дату рождения, и видно, что он овен, да? Овнов, ну, стеснительные овны, это уж вообще из категории чудо совсем уже. Итак, как он к вам относится? 3 карты для вас. 1, 2. Сейчас окажется, как всегда, что я полностью ошибаюсь. Карты говорят абсолютно другое. Итак, молодой человек относится к вам. Здесь 3 кубков, карта дурак и 6 жезлов. Своеобразно. Ну, во-первых, хорошая новость. Относится хорошо, очень-очень неплохо. Центральная карта – это шут, дурак, волнуется из-за вас. Действительно, может теряться, как только вас видят, потому что у него очень-очень много волнения. Возможно, у него влюбленность к вам, но на самой-самой ранней стадии. Такая вот, это 0, то, что с чего начинается, а дальше уже там должно пойти в какое-то правильное русло. Но есть на что надеяться, я бы сказала. 0 – это начало, это росток первый, да? 3 кубков говорит, что вы нравитесь этому человеку, и для него встреча с вами праздник. Вот. А 6 жезлов – это карта победителей. Молодой человек гордится вашим вниманием, тем, что вы выбрали его для этой прогулки. Но то есть, вам есть на что рассчитывать, есть о чем думать, есть к чему готовиться. Это хороший старт, я бы так сказала. Но ни одной карты про какой-то выбор, о том, что он выбрал вас в пару и сильно уже успел влюбиться, нету. Поэтому я думаю, что у вас просто все впереди, только не помогайте ему. Часто же так спрашивают, помочь? Как помочь мужчине в вас влюбиться? Корректный, такой экологичный выход, очень мощный, и вы при этом себе не навредите. Девочки, только один, если у вас есть объект обожания, вы хотите ему помочь, вас заметить, вам надо просто лучше выглядеть. Мужчины любят только глазами, понимаете, нравственные там качества ваши, интеллект, их ни в коем случае не интересует, только внешность. Поэтому и вот для нашей зрительницы и для других вот такой вот совет будет, естественно. Надо просто хорошо выглядеть для начала, чтобы проверить, там, стеснительный он или нет, и как далеко он зашел в своих мечтах про вас. Попробуйте похудеть. Универсальный совет. Вот скиньте килограмм 5-10. У большинства из нас уж 5-10 есть лишних точно килограмм. Вот. Многих больше, конечно. Вот. Попробуйте совершить такой подвиг ради вот этого героя. Просто это самое лучшее и самое главное, и самое для вас полезное в этой ситуации, да, что можно со своей внешностью, самое заметное.
Потому что цвет волос не заметит, новые тени не заметит, даже алые туфли на шпильках красных не заметит. А вот на 5 килограмм, если похудеете, вот это заметит. И все это будет такой стресс-тест. Вот кинется он вас, тут же позовет на свидание, прибежит там с тюльпанчиками. Ну, вы скажете, что да, не зря. Ну и вообще наряжаться там, волосы нарастить, естественно, не постричься. То есть новая стрижка не украсит, не только наоборот. Для этих целей стрижки не подходят. Да, ну так я на самый первый вопрос, трансформер Али нас спрашивает. Я не ответила на это, простите, забыла. Надеюсь, что вы досмотрели. Много в рыбах я привела вас в пример, но не ответила картами. Смогу ли я продать удачно дом? Давайте ограничим этот вопрос годом. В течение года сможете ли вы удачно продать дом? Раз, два, три. Шансы очень хорошие, но надо очень хлопотать, очень стараться и очень-очень торопиться. Самое главное. Семерка жезлов здесь выпадает. Карта смерть и туз мечей. Вот семерка жезлов описывает именно хлопоты. То есть это, ну, прям такой подвиг, проверка на личную силу. А мы даже видим здесь вот на картинке, рассмотрим, котик находится рядом, здесь собачка на него, ну, такая собачка крупная, только носик уместился, нападает. А котик не убегает, не прячется, а, видите, наоборот, выпустил когти и борется. Посмотрите, даже глазки какие здесь воинственные, злые у него. То есть, ну, такая правильная реакция. То есть вам надо разозлиться, чтобы продать этот дом. Не плыть по течению, не ждать подарков судьбы, а прям вот, знаете, засучить рукава и кинуться всеми средствами. Пустой, не пустой, надо, не надо все это делать. Карта смерти описывает здесь естественные возможные перемены. Отчасти обещает продажу этого дома, а отчасти говорит, что очень много поменяется в целом в ситуации, в ситуации, да, это может касаться и законов, законодательных актов, это может касаться ситуации на рынке недвижимости, то есть просто так много естественных и каких-то иных финалов приходит здесь. И это очень влияет на вашу ситуацию. И это поможет, кстати, вот благодаря тому, что каким-то вот планетарным, может быть, новостям, это поможет. Но и туз мечей, очень срочная карта, торопит. И говорит, что вам надо рубануть и очень поторопиться с этим вопросом. То есть вот прямо сейчас. Что вы можете сделать? Дать объявление или там, как продают дома, к риэлтору обращаются, не знаю. Вот. То есть, да, шансы продать дом очень хорошие. Ну, удачно, неудачно, я не знаю, здесь особо денежных карт нет, но очень быстро продадите, если быстро этим озаботитесь, понимаете, прям вот кинетесь в бой, что называется. Здесь, видите, есть семерка жезлов, это карта доблесть называется, доблесть. То есть вы это как на доблестный подвиг должны броситься. Дальше вопрос очень серьезный, драматический вопрос. И вы знаете, на тему, которая вот многим, ну и мне тоже не дает покоя, заставляет не спать, страдать, жадно читать новости с утра и слушать новости, да, с утра до вечера и даже ночью. Я просыпаюсь, первым делом открываю новости, смотрю, что там такого. Это про современные геополитические события. Вы сейчас, естественно, поймете. Вот. Басика. Украина. Дата рождения 9 марта 1966 года. У нас подходит фронт. Подходит фронт. Я очень надеюсь, что он не подойдет. Понимаете, подходит. Ну, как подходит, так и уходит. Очень вам желаю и очень надеюсь, что он не подойдет. Страх. Уехать не могу, у меня дома 16 животных, все с улицы. Передать их я не могу.
предать. Ну и передать, да, некому, ну и предать. Они погибнут. Я очень хочу жить, и вопрос, я выживу в этой войне. Дорогая Басика, я уверена, что у вас все будет хорошо. Я искренне вам этого желаю, я переживаю за вас. У меня тоже дома 16 плюс-минус животных, которые тоже с улицы, которых тоже я не могу ни предать, ни передать. Я вас очень хорошо поэтому понимаю. И выживу ли я в этой войне, вы знаете, ну, с одной стороны, такой серьезный вопрос, и он даже как-то, может быть, некорректно гадать, особенно вот в таком общем порядке, да. А в то же время вопросов из Украины много, и поэтому, может быть, кто-то присоединится, кто-то захочет тоже что-то узнать. Советы, предсказания для вас. Волнуюсь, честно говоря, сама король Пентаклей перевернулся для вас. Но это вообще-то карта жизнеутверждающая. Она говорит о том, что вы не только выживете, но и выгоды какие-то получите. А что? Про это забывать не надо. Если у вас 16 животных, то вам выгоды, деньги, ох, как нужны. Я это по себе знаю. Это прорва много ест. И желательно хороших кормов, да, и курочка филе только предпочитаю. 3 карты. Басика. 1, 2, 3. И рыцарь Пентаклей. Да, хорошие карты на самом деле. 4 мечей, колесница и рыцарь Пентаклей. Это хорошие карты. Старший аркан здесь колесница. Это карта победы, карта победителей. Она говорит, что вы не только выживете в этой войне, а вы еще и победите. Победите вы, победят ваши соотечественники, победят ваши земляки, победит ваша страна и так далее. Да, собственно, это уже очевидно, да, и это все вопрос только времени, и времени скорого. Вот, это карта такого триумфа. И вы, ну, понятно, что радоваться войне невозможно, но итогом вы будете очень даже рады. 4 мечей просит вас посидеть и никуда не посидеть тихо. 4 мечей — это такая карта, которая как бы фиксирует человека на месте. Ее называют карта забор. Она говорит, что перед вами действительно какой-то условный забор сейчас стоит, который не дает вам уехать куда-то. Это может выглядеть иногда страшно. Это ощущение какой-то несвободы. Но смысл карты очень положительный. 4 мечей описывает препятствия, которые вас удерживают от худшего. То есть предполагается, что вы должны оставаться на месте, потому что если вы сейчас вдруг внезапно куда-то сорветесь, поменяете свою жизнь, поедете, это будет хуже, это будет против судьбы, и более это будет с какими-то потерями. А рыцарь Пентаклей, видите, сначала вывалился из колоды король, а потом аж рыцари вам пользу карты обещают вам. То есть лично для вас, я понимаю, что я желаю, и поэтому я в это верю, я это вижу, что в конечном итоге Украина и украинский народ извлекут выгоды и большую пользу из этого. Это вроде бы цинично говорить, потому что гибнут люди, но вам продолжать жить, вам восстанавливать города, строить, и вам очень много потребуется денег, любых других ресурсов. И вот лично для вас, Басик, видите, рыцарь Пентаклей опять выпадает, что вы намного лучше будете жить после того, как пересидите вот это трагическое время дома. Поэтому вопрос, выживете или нет, вообще не стоит. То есть выживете на 100%, но больше даже думайте о своем каком-то материальном, счастливом, полезном будущем. Вот. А оно именно такое полезное, материальное и счастливое для вас. Дальше необычный вопрос, потому что он от мужчины, вы знаете, да?
я все время с большим трепетом еще и отношусь. Я ко всем зрителям и подписчикам, но кроме самых глупых и грубых, которых я, кстати, блокирую нещадно в последнее время, а ко всем остальным отношусь очень с большим трепетом. Сергей, с трепетом, потому что мужчин же мало у нас, да, у нас здесь очень женское такое между собойчик, посиделки. Сергей благодарит за работу и вопрос задает такой. Наш Сергей очень молод, аж в 95-м всего лишь году родился, то есть юный, 30 лет нет человеку. Каким образом и реально ли наладить и построить дружбу с Алексеем? Алексея, 94-й год, тоже очень юный. Через что? Может предложить партнерство в работе, может создать какой-то общий проект, пытаться объясниться, пообщаться. Потому что отдаление произошло само по себе. Или не стоит вообще ничего строить с этим человеком, ни партнерства, ни общения. Вот много раз я, кстати, девочкам по секрету сообщала, Сергей и все остальные, о том, что мужчин, по большому счету, больше всего волнует в этой жизни мужчины, взаимодействие именно с мужчинами, как с партнерами, коллегами, с друзьями. Женщины на втором месте, на третьем, на четвертом, на пятом и так далее. А девочки не верят. Они говорят, ну как так? Лучший друг может быть важнее, чем я. Ну так вот может. Вот природа так мужчин создала. Вот вам наглядный пример. Сергей переживает и правильно делает, потому что состоятельность мужчины, его ценность определяется его ценностью именно в мужском мире, а не в женском. В женском ты сколько угодно, будь сердцеедом, ты нравишься всем девчонкам, все во дворе, девочки там по тебе плачут, стихи пишут, слезы в подушку. Но если ты среди мальчиков в том же дворе не состоялся, ничего у тебя в жизни не будет, ни денег, ни тех же девочек, они очень быстро поумнеют и рассосутся, разбегутся по тем, кто с мальчиками дружит лучше, да? То есть состоятельность, особенно для молодого человека, максимально важно это в общении с мужчинами. Вот, поэтому очень важно. К сожалению, Сергей не написал даты рождения. Я могла посмотреть на даты, именно число, месяц, и сказать хотя бы примерно астрологическую совместимость. Это иногда важно. Иногда мы ищем дружбу с человеком, с которым ее быть вообще в принципе не может, потому что, ну, такие полярные люди, какая там дружба, на разных языках говорят. Но этого нету, поэтому мы верим только картам. Итак, Сергей и Алексей. Тоже 3 карты, посмотрим через что-то и что-то, возможно ли дружба. 1, 2, 3. Очень хорошие карты. Сила, ресурсная карта, 2 кубков, парная карта и король кубков говорит о... Ну, это вообще такой вот образ мужчины в целом и образ мужчины с эмоциями, правильнее так скажем. Во-первых, карта сила описывает ресурс. Она говорит, что у вас, Сергей, есть все данные, все достаточно и необходимое для того, чтобы с Алексеем вот дружить, создавать партнерство, ну, вообще строить с ними отношения. То есть есть ресурсы. Вы изначально интересны этому человеку. Вот. И эта карта советует договариваться. Ее иногда называют картой дипломатов. Она говорит, что вам стоит договариваться, переговариваться, там, ну, то есть как-то влиять на ситуацию, получится. Только сила должна быть мягкая, очень неконфликтная. 2 кубков. Карта взаимного интереса, взаимной любви и выгоды. То есть вы друг другу взаимовыгодны или можете быть взаимовыгодными. Поэтому у вас отличные шансы вот создать пару в каком-то деловом проекте или даже дружескую пару. То есть вы интерес взаимный очень. Есть что друг другу дать, обменяться. На этом же любые коммуникации человеческие держатся. А король кубков – это вообще портретная карта, фигурная. Король кубков – это мужчина, ну, в нашем случае молодой человек, это кто-то из вас. Вот есть кто-то из вас в водной масти, кто-то из вас есть,
Ну Сергей, наверное, рыба, да, поскольку мы это в комментариях к рыбам. Вот. Карта обращает внимание на молодого человека водной масти. Если это только вы, то это вы. Если Алексей тоже какого-то водного знака, там рак, скорпион, может тоже рыба, то на него обращайте внимание. Речь идет о симпатии, речь идет о какой-то, ну да, именно симпатии, прям вот буквально о чувствах. Здесь нет прямого указания, например, на деньги, что вам надо прям кинуться вместе зарабатывать. Видите, карты более выпадают эмоциональные, более кубки. Поэтому, может быть, у вас будут деловые проекты позже совместные, я уверена, что будут. Но сейчас пока лучше сделать упор именно на человеческое общение, просто на дружбу, на симпатию, на проявление взаимной доброты, взаимной помощи, может быть, друг друга выслушать, поддержать друг друга в тяжелой какой-то ситуации, понимаете, да? Мы здесь не видим даже отдаления, не то что причины, почему вы отдалились, но даже самого отдаления нету. Много эмоций, и эмоции, понятно, вас развели, но эмоции должны соединить обратно. Возможностей, шансов очень-очень много. Дальше. Не могу прочитать правильно. Джулия Баширова или Гулия Баширова. 2 года назад начались отношения с мужчиной. Он был настойчивым, романтичным, щедрым, внимательным. Прям читайте, слушайте по пунктам. И полгода я была очень счастлива. Потом без каких-либо объяснений он отдалился. Но периодически мы видимся, так как я работаю в салоне, и он продолжает приходить ко мне обслуживаться. Все это время общение поверхностное, но иногда он делает странные поступки, то обнимет, то погладит за ручку. Прелесть. Я уже давно ничего не жду, но хочется все-таки поставить точку. Как вы говорили, закончить гештальт, да, закрыть гештальт. Я хочу задать вопрос картам, какова причина разрыва отношений. А дальше вы отвечаете, дорогая Гулия или Джулия. На ваш вопрос вы отвечаете далее сами. Вы написали: я по солнцу дева, а он стрелец. Ну вот и все, вот вам и ответ. Причина вашего разрыва в том, что он стрелец. Понимаете, ему надоело. Вот стрельцы все такие. Не бывает стрельцов, верных мужей или постоянных женихов. Понимаете, это противно природе знака. Но только если вот муж стрелец или парень, жених стрелец, останется надолго с вами или надолго верным, только при одном условии, если его держат в заложниках, прям конкретно держат в заложниках. Все, больше никаких вариантов нету. Вот и все. Вот и вся схема ваших коммуникаций. Причины искать в себе или в обстоятельствах вам вообще не надо. Просто вы связались со стрельцом. Вот они, мужчины-стрельцы, надо понимать, вот они для этого и приходят в жизнь девушки, женщины. Это как праздник, понимаете, как, ну вот вы поехали в Бразилию на фестиваль, да, музыка, перья, веселье, дикий адреналин, вы выплескиваете, вы дико счастливы, но вы же на следующий день не плачете и не идете к психологу с вопросом: а почему закончился карнавал, почему сегодня уже нет карнавала, правильно? Вот так же отношения со стрельцом. Ну, это если вам не удалось его сильно приманить и заманить в брак, потому что там уже другие будут схемы работать. А в целом роман полгода, так это долго еще, понимаете? Полгода. Так это рекорды бьете. Полгода. 3 дня. 3 недели. Вот примерно у них фонтанирующий интерес идет. А полгода, это, считайте, вы джекпот взяли, отхватили, понимаете? Вот и все. А вы дева, земной человек, то есть в большом риске, у вас большой риск быть однолюбом, понимаете? Все земные люди при всех своих прелестях, ценностях, однолюбы часто.
Особенно если там дублируется это еще земной Венерой какой-нибудь, ну это вообще тяжелейший случай, просто тяжелейший, или даже водная, если Венера. Вот, поэтому вы дева, у вас везде рациональный анализ должен быть. Вы на любой вопрос должны услышать ответ «почему?». Почему? Какая причина? Девы во всем ищут причинно-следственную связь. Вот я насколько смогла, я вам это объяснила. Почему дев называют занудами? Или сейчас новое слово есть. Новое слово-то как же это самое? В интернете-то используется. Не могу вспомнить. Душнила, вот, душнила. Много мемов, да? Что ты душнила. Это вот к девам все время, ну или к тельцам, козерогам относится, потому что душненько вот от земных людей рядом становится. Без, я не обвиняю, я сама земной тоже человек. Вот. Деве со стрельцом делать вообще-то нечего. И хорошо, что все закончилось, потому что все бы закончилось очень сильными взаимными обвинениями. А скорее всего, поэтому и закончилось. Вообще, я вам сейчас могу подсказать, я примерно схему вижу. Он не вынес того, что вы его начали обвинять. Потому что пропал же он не сразу, да? Сначала он стал реже звонить, меньше дарить, стал реже появляться, стал более отстраненным. Правильно? Так же все началось. И вы стали его в этом обвинять. Понимаете? То есть вы такую роль любовной инквизиции взяли на себя. И все. А он, когда это услышал, так и вообще разочаровался, погас, исчез, все, за горизонт. Но то, что его когда-то к вам притянуло, романтический интерес, то есть влюбленность, вот эта вот физическая тяга, страсть, это у него никуда не делось. Отсюда вот эти вот пожимания рук, обнимашки вот эти вот, все. Понимаете, да? То есть это такой знак, вот он гладит за руку, он говорит, как будто бы такой текст: ты неплохая, я к тебе по-прежнему хорошо отношусь. Я бы обязательно сходил еще раз с тобой на свидание. Обязательно сходил. Но только знаешь, меня сегодня 3 девочки ждут в разное время, да? И на завтра, еще вперед на неделю график расписан. И тебя просто сейчас некуда вставить. Вот и все. Но на будущее имей в виду, что когда-нибудь, если у меня появится время, если ты не будешь сильно меня душнить своими претензиями, возможно, мы еще и встретимся. Вот. Но конкретный вопрос к картам. Какова причина разрыва отношений? Раз. Ну, я же сказала. 2. 3. Туз кубков. Многообещающе, хорошо, да? 10 мечей и 9 кубков. А вы посмотрите, какие крупные карты про любовь выпадают. Туз кубков, любовь. А я догадалась, понимаете? Ой, мужчины, они так легко читаются, господи. Даже вот этот вот вообще невербальная речь, невербальный язык, вот этот вот, как они дотрагиваются, что они, куда они смотрят, куда у них там коленки повернуты, да. Ну так все считывается просто. Я сразу догадалась, видите, по вашему письму, что у него вот романтическая именно любовь, но влюбленность в чистом виде у него присутствует, но никуда не делся. И вот, пожалуйста, видите, туз кубков, 9 кубков. То есть это, в принципе, человек, который в каждую секунду жизни своей готов отправиться с вами на свидание. У него прям такой физический интерес, влюбленность, можно сказать, любовь сильная. Тут любовь в значении, знаете, как в итальянском языке, в каких-то еще других, по-моему, вообще во всех, даже в английском, я просто не знаю до конца. Любовь одна и другая различается. А у нас это одно слово, поэтому у нас девочки в основном слышат «любовь». О, это значит жениться готов. Нет, туз кубков не обещает брак, никаких серьезных намерений. Влюбленность, давайте это слово. Вот, а 10 мечей – это кризис. Кризис, видите, здесь разруха на этой карте даже изображена, нарисована. Это кризис вот этих вот его чувств. То есть это
Его чувства, которые натолкнулись на стену претензий, непонимания. А вы претензии ему предъявляли море, я это могу, ну, вижу, догадываюсь очень хорошо. Вот, и видите, то есть его любовь, которая осталась, но которая не может продолжаться. Можно сказать, что этот мужчина прям страдает от, в его случае или в его понимании, неразделенных чувств или неразделенной любви. Вот так вот. Дальше вот очень интересный вопрос, прямо вот тоже, который у меня вопросы к зрителю вызывает. Валя Вавритнюк пишет: у меня есть вопрос, есть другая женщина у моего мужчины, это вот вопрос, ну, вопросительный знак здесь поставь, потому что говорит, что нет, а у меня сильное предчувствие, что есть, и что он задумал что-то плохое против меня. Меня зовут Валентина, его Олег. Буду очень благодарна вам, потому что не знаю, что делать с этим предчувствием. Жить с ним очень тяжело. Вопрос ваш, дорогая Валя, распадается на две части, понимаете? Первый вопрос: есть ли другая женщина у вашего мужчины, но он абсолютно меркнет по сравнению с вашим вторым вопросом. Предчувствие, что он задумал что-то плохое против меня. То есть, понимаете, вопрос: как вы можете думать о наличии соперницы? Как вы можете думать, что есть какая-то другая женщина? То есть, грубо говоря, почему вас это заботит, если у вас есть подозрение, что он против вас что-то плохое задумал? То есть тут, ну, я не знаю, эти подозрения никакого уровня, да, но в любом случае инстинкт самосохранения должен сработать, и вас уже не должен интересовать дальше этот вопрос, там, есть ли другая женщина, соперница и так далее. Потому что если только есть подозрение, что мужчина что-то плохое против вас затеял, вам нужно очень быстро с ним расстаться, как можно скорее, и подстраховаться, обезопасить себя на будущее, то есть предупредить друзей, близких, дать контакты, договориться, чтобы вам звонили вовремя, то есть должна обеспечивать свою безопасность в любом смысле, там, будь то ваша собственность, материальные ресурсы ваши или даже физическая неприкосновенность, понимаете? В необходимых случаях, если совсем все серьезно, нужно отнести заявление в полицию на всякий случай, чтобы там знали, где и что искать, если что-то случится, потому что плохое против меня. Причем тут соперница? Я просто вот этого не понимаю. Или вы думаете, что он с соперницей, с какой-то злодейкой там вступил в сговор против вас? Я не знаю. Поэтому я даже не знаю картам, какой вопрос задать. Ну, давайте, если соперница, потому что вы его задаете первым, да, а со вторым, правда, сами разбирайтесь. Может быть, полиция – это лучший вариант. Да. Есть ли другая женщина у вашего мужчины? Раз, два, три. Нет. Нет карты, по крайней мере, вот так вот напрямую портрета другой женщины вам не дают. Пятерка кубков, здесь карта император и карта влюбленный. Даже наоборот, скорее карта влюбленный, она всегда парная, она всегда обозначает пару, а не тройку. Она всегда обозначает пару, а не множество людей. То есть вы в паре, этот человек ваш, возможно, и на данный момент представляет вашу вторую половину. Он императором здесь выглядит, сам мужчина, то есть несколько командующим, подавляющим и жаждущим внимания, признания, подчинения. Но это тоже не всегда плохо, если он, так скажем, имеет право, имеет какие-то ресурсы. Если он и правда такой, и это ему вроде как и не жалко, и не стыдно подчиняться, да, или подчиниться.
Вот. А пятерка кубков говорит о временной разочарованности в любви, разочарованности в отношениях. То есть ваше недоверие к этому человеку, скорее всего, скоро пройдет, и объясняется оно, ну вот просто временным каким-то настроением вашим. Дальше тоже про личную жизнь. Диана Ди пишет. Случайно познакомилась с мужчиной в интернете в группе по интересам. Наблюдая, как он общается, я первая. Вот видите, опять у нас как вот письмо, с которым мы начали, здесь прослеживается, да, тенденция такая же. Первая проявила к нему интерес, после чего мы очень хорошо начали общаться. Мужчина интересный, порядочный, вежливый, всегда помогает мудрым советам и совершенно даже не намекает на флирт. Я знаю, что он общается с очень многими людьми разного пола и возраста, он очень общительный. Хочется узнать, какое развитие отношений нас ждет впереди. Мне этот мужчина нравится. Ну, понятно. Еще раз, Диана, я скажу вам следующее, что... Ну и всем остальным. Вы, кстати, напоминаю о возможности присоединяться к вопросам. Да, если вы слышите чужой вопрос, но имеете аналогичный, вот, например, тоже у вас есть знакомый какой-то на примете, который не флиртует вообще, ну, выступает как друг-приятель, а вам хочется больше, вы можете присоединиться, тогда гадание будет и для вас. Но для Дианы в целом ситуацию могу сказать так. Пока не вижу предпосылок, чтобы между вами были отношения. Никаких. Ну, даже хотя бы, пусть бы он первый написал, пусть бы он хотя бы первый проявил к вам интерес. Тогда еще было бы за что-то зацепиться, да, там, ну, фотография ему ваша понравилась или что-то. Здесь нет, вы первая. Все, понимаете, да, то есть пока у вас, если шкалу какую-то представить, вот от 1 до 10 ваши шансы, что мужчина имеет к вам интерес или проявит в будущем интерес, ваши шансы по шкале от 1 до 10 у вас пока 0. 0. Штиль полный, ни малейшего намека, ни малюсенького. Потому что, естественно, во-первых, он должен первым написать, там, проявить интерес. А второе, мужчины, знаете, когда им женщины нравятся, они сразу намекают на флирт. Намного раньше, чем вам это захочется. Прям вот сразу. И не намекают, а прям вот прямым текстом. Вот прям вот так вот жирно намекают. Там один флирт идет. Ничего вообще больше. Мудрые советы все с эротическим подтекстом, например, идут. Понимаете? А самое главное, что мужчина, когда... имеет вот именно романтический интерес к жизни, ну, к жизни тоже, к женщине, он не будет вежливым и даже порядочным не покажется. Он будет себя вести как раз более распущенно, вежливый. Это, знаете, хотела сказать, времена Пьера Безухова давно прошли, а на самом деле Пьер Безухов, если правильно читать «Войну и мир», он тоже со своими женщинами не вежливый ни разу. Понимаете, да? Вежливые мы с кем? Ну вот с посторонними людьми. Вот я вышла, сосед на ворота открывает, вот я с ним вежливая, потому что чтобы побыстрее отвязаться. Мы вежливы с теми, с кем мы, от кого хотим побыстрее отвязаться, понимаете? Чтобы просто кроме «здрасте» ничего не сказать. Вот с теми мы вежливы. А тут все совсем другое. Вот. А вы уже много себе, конечно, напланировали, потому что вы спрашиваете, вы могли бы задать вопрос, ждут ли нас романтические отношения с этим мужчиной? Вот был бы уместный такой, я скажу, адекватный вопрос, да, ситуация. А у вас вопрос, какое развитие отношений нас ждет впереди? То есть вы уже уверены, что оно есть, что оно ждет развития отношений. Не просто отношения, а даже развитие. Вопрос только какое, да? Нет, здесь вопрос пораньше есть. Вот. Ну, 3 карты. Раз. Два. И 3.
Вам выпадает здесь король пентаклей. Это интересно. Паж мечей, а также карта сила. Ну, я не могу сказать, что прям ужасные отношения. Какие-то шансы общаться, по крайней мере, на прежнем уровне, вот как по-приятельски у вас, наверное, есть. Но обратите внимание, король пентаклей. Это в колоде Таро карта мужа. Поэтому я вообще склоняюсь к тому, что этот человек просто чей-то муж. И муж постоянный, верный. И, скорее всего, он не планирует прекращать быть с чьим-то мужем, понимаете, да? То есть, не знаю, король пентаклей. Это может быть, ну, то есть это вообще портрет мужчины, про которого вы спрашиваете. Вот он такой практичный, постоянный, надежный, хозяйственный. И, скорее всего, вот на этих, в этой группе по интересам и в общении с другими людьми, и с вами он ищет что? Выгоду. Вот. Он ищет какую-то выгоду. Продает что-то, обменивает что-то, набирает подписчиков, размещает рекламу, все что угодно. Потому что, понимаете, интернет — это все-таки место, где все делают бизнес. И до недавнего времени особенно, да, только месяц назад это прекратилось, ну, по крайней мере, в прежней форме. Паж мечей говорит о том, что между вами и этим человеком существует много непонимания, которое вы, вероятно, не заметили. А еще вас ждут какие-то новости, резкие и откровенные, связанные с этим героем. Ну а карта сила продолжает вам с ним общаться и говорит, что в принципе все между вами достаточно хорошо и есть ресурсы. Вот он ищет выгоду, а у вас есть, вы потенциально, ну, скажем так, в ресурсе, да, чтобы оставаться в поле его зрения. Вот. В каком-то смысле карта силы дает вам зеленый свет и говорит: продолжайте общаться, может быть, даже больше, сами проявляйте какую-то инициативу очень хитрой и очень мягкой, максимально завуалированно. Ну и как минимум что? Как минимум что? Если будете продолжать с ним общение, будете сами настаивать, как минимум вы многое про этого человека узнаете, что позволит вам пересмотреть свои ожидания с ним связанным. Ну, не знаю, как-то непростительно много вопросов у меня остается не охваченными. Вот давайте сделаем ответим на такой вопрос, потому что он есть у многих. Прошу всех присоединиться. Катерина Иванова пишет: сбудется ли мое заветное желание в апреле? Прекрасно, мы все имеем заветные желания. Много или мало, одно какое-то большое, или сотню поменьше. Поэтому давайте погадаем всем. Катерине в первую очередь: сбудется ли ваше заветное желание? Сбудется ли заветное желание любого Катерины и любого зрителя, который тоже это желание сейчас загадает? Ну, загадайте, я же жду, видите? Перемешиваю карты, даю вам возможность это желание загадать. Раз. Два. Три. Ой, ну так себе. Позвала я вас желание загадать. Оно не сбудется, к сожалению. Нет. Вот это тот случай, знаете, тот набор из 3 карт, где я даже не могу лучшее значение выбрать, чтобы вас порадовать, чтобы не разочаровывать. Нам выпадают всем 3 мечей, королева мечей и 8 кубков. 3
мечей говорит, эта карта печаль называется. Видите, ну, на ней просто тоже что-то заброшенное такое. Из кошек, кошек даже самих нет, только кошачьи следы. Что значит следы? Да? Следы — это что-то прошлое. Нет кошки, кошка уже прошла. Также это карта старых печалей. То есть нет вопроса этого. То, что вы сейчас хотите, то, что вы сейчас загадываете, этого вопроса уже нет. Понимаете? Это как эхо, как свет звезды для вас. Самого предмета уже нету. Не о чем спрашивать, понимаете? Проехали, карта говорит. Вот. И королева мечей говорит, что ситуация, этот вопрос, ситуация с ним связана, уже разрешилась не так, как вы хотели. Поэтому исполнение желания просто невозможно. А может, оно было невозможно и прежде, потому что здесь есть 8 кубков, карта грустных отказов, конец заранее обреченного плана. То есть вполне возможно, что вы замахнулись-то на невероятное, поэтому... А теперь только приходит это осознание, чем быстрее откажетесь, чем быстрее перестанете ждать, тем вам будет лучше, тем меньше будет у вас разочарований, ну и тем легче новые желания, мечты придут в вашу жизнь. Поэтому вот категорическое нет, и причем это нет, это отсылка прям ко вчера. То есть это нет было уже вчера, может и месяц назад, уже было нет. Невозможно. Я очень сожалею, Катерина, что такой ответ дают карты, и сожалею для всех, кто загадал тоже. Но в апреле, понимаете? О, хорошие новости мы нашли. В апреле это всего лишь кусочек времени. А про май-то мы не спрашивали. Вполне возможно, что в мае. Вот. И это тот случай, когда я хочу, чтобы карты ошиблись, чтобы я ошиблась, чтобы ваши желания на самом деле сбылись. И, дорогие друзья, я очень рада вас видеть, как всегда. Хочется чем-то серьезным закончить это гадание. К сожалению, мы не дошли до этих вопросов, а может быть не к сожалению, может быть я специально интуитивно их обошла. У меня здесь есть вопросы вполне логичные от людей, которые уехали сейчас из Украины в другие страны. Очень много беженцев из Украины. По понятным причинам я нахожусь в Болгарии, в городе Варна, и здесь у нас тоже очень много украинцев, беженцев из Украины, очень много. То есть в магазинах я их встречаю, естественно, на улицах. И много вопросов, например, что меня ждет в чужой стране, как скоро я вернусь на родину. Ну, я, может быть, буду отвечать, даже отдельную программу сделаю на эту тему, но отвечу всем сразу оптом, потому что я же гадаю на картах, я же спрашиваю про эту ситуацию, просто вам не говорю. Я могу вас порадовать. Вернетесь вы в Украину, все беженцы вернутся с большой радостью скоро. Сильно скоро, не завтра, но до конца этого текущего года абсолютно точно все вернутся. Поэтому радуйтесь, заранее настраивайтесь на то, что все будет у вас хорошо, и в этих чудесных странах, в которые вы приехали, вас принимают, надеюсь, достойно, с распростертыми объятиями. Вот. Ну и дальше, а дальше возвращение домой к новой, счастливой, свободной жизни. Я всем желаю удачи, счастья, хорошего вечера, ну или утра, не знаю. Пишите, смотрите, увидимся.